Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы отправимся в одно из самых загадочных мест на Земле – Антарктиду. Этот ледяной континент, покрытый километрами льда, кажется последним местом, где можно искать следы древних цивилизаций. Но что, если под этой белоснежной пустыней скрываются тайны, способные перевернуть наше понимание истории человечества? Спутниковые аномалии, необъяснимые структуры, странные звуки и даже археологические находки – все это намекает на то, что Антарктида хранит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Давайте разберемся, что правда, а что лишь фантазия. И попробуем заглянуть в прошлое этого замороженного царства. Антарктида – это не просто ледяная пустыня. Это континент, который миллионы лет назад был совсем другим. Представьте себе, вместо бесконечных ледников – пышные леса, реки и, возможно, даже города. Звучит невероятно? Но находки, сделанные учеными, заставляют задуматься. Одно из самых интригующих открытий – окаменелости древнего леса, обнаруженные еще в 1912 году экспедицией Роберта Фалкона Скотта на леднике Бирдмор. Эдвард Уилсон, главный научный сотрудник экспедиции, описал окаменелости растений, напоминающие прибрежные деревья. Это открытие шокировало ученых того времени, ведь оно доказывало, что Антарктида когда-то была зеленым континентом с умеренным климатом. Но как это связано с цивилизациями? Если леса существовали, могли ли здесь жить люди? Или, возможно, более развитые культуры, о которых мы ничего не знаем? Современные исследования подтверждают, что миллионы лет назад Антарктида действительно была пригодна для жизни. Геотермальные источники тепла, обнаруженные под Восточной Антарктидой, создавали своеобразные оазисы, где могли существовать не только растения, но и сложные экосистемы. Недавно ученые нашли подледные озера, такие как озеро Восток, где процветают микробы, ракообразные и даже колонии ледяной рыбы нототениоид в море Уэдделла. Эта колония с более чем 60 миллионами гнезд поразила исследователей своим масштабом. Если жизнь могла адаптироваться к таким экстремальным условиям, почему бы не предположить, что древние культуры нашли способ выживать здесь? Может быть, геотермальные оазисы стали убежищем для цивилизаций, которые исчезли подо льдом? Теперь давайте перейдем к одному из самых сенсационных предположений. Подо льдом Антарктиды скрывается целый город. Спутниковые снимки, сделанные в последние десятилетия, показали странные структуры, которые некоторые исследователи называют следами затерянной цивилизации. Эти структуры включают куполообразные стены, сложные узоры и даже нечто напоминающее улицы. По оценкам, этим находкам может быть несколько тысяч лет, что ставит их в один ряд с древними культурами Египта или Месопотамии. Но как город мог сохраниться подо льдом? Ответ кроется в уникальной среде Антарктиды. Лед действует как природный консервант, сохраняя все, что попадает под его толщу, практически в первозданном виде. Если город действительно существует, он мог быть построен в эпоху, когда Антарктида была свободна ото льда, а затем замерз, став своеобразной капсулой времени. Но кто мог построить такой город? Одна из теорий связывает эти находки с картой Пири Рейса, созданной в 1513 году. Эта турецкая карта с удивительной точностью изображает береговую линию Антарктиды, континента, который по официальной версии был открыт только в 1820 году. Как картограф XVI века мог знать о существовании Антарктиды, да еще и с такой детализацией? Некоторые исследователи считают, что карта основана на древних знаниях, переданных от цивилизации, которая обладала передовыми навыками картографии. Другие идут дальше, предполагая вмешательство внеземных сил. Теории древних астронавтов утверждают, что высокоразвитые существа могли поделиться с людьми знаниями о географии Земли. Конечно, это звучит как фантастика, но загадка карты Пири Рейса остается неразгаданной и заставляет задуматься, что мы упускаем из виду. Еще одна интригующая история – так называемые «врата Антарктиды». В 2020 году в интернете появилась аудиозапись, предположительно сделанная во время секретной миссии. На ней паникующий голос описывает массивную арку, окруженную светящимися символами и резьбой, которую невозможно перевести. Эта арка, по слухам, была обнаружена глубоко подо льдом. Хотя источник записи остается неподтвержденным, она вызвала бурю обсуждений. Некоторые считают, что это портал, созданный древней цивилизацией или даже внеземными существами.
Другие предполагают, что это остатки технологии, о которой мы ничего не знаем. Но есть и скептики, которые объясняют все проще. Это может быть естественное геологическое образование, искаженное слухами. Однако Антарктида и без того окружена странными явлениями. Магнитные аномалии, неопознанные летающие объекты, низкочастотные звуки, доносящиеся из-под земли. Эти гулы, зафиксированные учеными на удаленных базах, добавляют загадок. Может быть, это просто движение ледников или что-то более таинственное. Теперь давайте поговорим о пирамиде Антарктиды. В горах Элсуорта есть структура, которая поразительно напоминает пирамиду. Ее форма настолько правильная, что некоторые энтузиасты приписывают ее создание затерянной цивилизации или даже инопланетянам. Ученые, конечно, объясняют это проще. Это так называемый нунатак – скальный пик, выступающий над ледником, чья форма обусловлена эрозией льда и ветра. Но даже скептики признают, что сходство с рукотворными пирамидами ошеломляет. Почему природа создала такую идеальную форму? И почему именно в Антарктиде, где все кажется необычным? Эта пирамида продолжает вдохновлять теории о том, что континент мог быть домом для высокоразвитой культуры. Еще одна находка, которая заставляет задуматься. Удлиненный череп, обнаруженный в 1985 году на пляже Ям-Бич на Южных Шетландских островах. Радиоуглеродное датирование показало, что он принадлежал молодой женщине, жившей между 1819 и 1825 годами. Это самые старые человеческие останки, найденные в Антарктиде. Но что она там делала? Была ли она частью экспедиции, или ее народ знал о континенте задолго до официального открытия? Удлиненная форма черепа также вызывает вопросы. Это результат деформации, как у некоторых древних культур, или нечто более загадочное? Эта находка намекает, что люди могли посещать Антарктиду гораздо раньше, чем мы думаем. И, наконец, ледяные пещеры Антарктиды. Эти голубые лабиринты, созданные геотермальным теплом и талой водой, настоящий скрытый мир. Ученые только начинают их изучать, но уже предполагают, что пещеры могут хранить следы древней человеческой деятельности. Возможно, в них спрятаны артефакты или даже входы в подземные сооружения. Если геотермальные оазисы действительно поддерживали жизнь, то пещеры могли быть убежищем для древних обитателей континента. Так что же мы имеем? Антарктида — это не просто ледяной континент. Это место, где сталкиваются наука и мифы, где находки прошлого переплетаются с теориями о будущем. Спутниковые снимки, окаменелости, странные звуки, пирамиды и загадочные арки — все это заставляет нас задавать вопросы. Были ли здесь цивилизации, о которых мы забыли? Могли ли внеземные силы оставить свой след? Или все это лишь игра природы и человеческого воображения? Наука пока не дает однозначных ответов, но одно ясно – Антарктида хранит тайны, которые еще предстоит раскрыть. Возможно, подо льдом действительно спрятаны города, порталы или следы древних технологий. А может быть, это просто напоминание о том, насколько мало мы знаем о нашей планете. Что думаете вы? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если хотите больше таких историй, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые загадки. Антарктида ждет, и ее секреты только начинают раскрываться.